Я начал собираться в Англию, лететь мне в 5 утра, сейчас 6 вечера. Я сижу еще в офисе. Вот уже у меня готовится рюкзак. Вот это все отправляется со мной. Еще батарейки заряжаются к камере. Во-первых, несмотря на то, что есть у тебя вакцина или нет, делать надо ПЦР-тест до вылета, потом приезжаешь и еще 2 штуки. И сидеть еще карантин 10 дней. Пока я буду там проходить карантин этот 10-дневный, в течение 10 дней, на 2-й и на 8-й день мне надо будет сдать эти ПЦР-тесты. Я их заранее должен забронировать, заранее их должен оплатить. Стоят эти ПЦР-тесты по 50 фунтов, 10 тысяч рублей. Но есть еще один хитрый ход. На 5-й день можно сделать так называемый тест-to-релиз. Это еще полтинник. Вот. И если как бы он негативный, он у меня будет негативный, то я могу выйти уже на 6-й день. Ура! Только 6 дней отсидеть. Короче, слетать в Англию — это дорогое удовольствие нынче. И вот я подготовил все бумажки, необходимые мне для того, чтобы вылететь. Ну, погнали! Я прилетел в Ньюкасл, очень, вы знаете, неплохой, уютный такой себе аэропортик. И вы знаете, я глянул, в городе проживает 250 тысяч человек, и для 250 тысяч очень, кстати, даже неплохо. Я посмотрел, как из аэропорта уехать в город, и здесь за полчаса идет здесь типа поезда, что ли, у них. Ну, написано метро. Я все прошел очень быстро. За минут 15, наверное, меня проверили. Задали мне вопросы, типа, знаю ли я о всех мерах, которые тут предпринимаются. Ну, типа, там на сайте, что мне надо сделать, на какие дни сдать тесты. Я сказал, что я все знаю, короче, и все, меня отпустили, я забрал чемодан. Народу мало было. Так, метро. Прямо, мне вот метро. Что за прикол? В городе 250 тысяч населения, и здесь что, есть метро? Может, они его так называют? Просто, может, это поезд обычный. Блин, здесь такая тишина, как в фильме, помните, 28 дней спустя. То есть я приехал, прилетел в аэропорт, вышел, и здесь никого нет. Реально, блин, метро, город с населением в 250 тысяч, у них есть ветка метро. Вот это я понимаю, университет, смотрите, один корпус, это то, что я вижу, второй корпус, сразу же у вас собор, сразу же вот статуя. Тут же метро. Красота вообще нереальная. Я добрался до своей общаги в Ньюкасле. Напомню, что Ньюкасл, население Ньюкасла 250 тысяч. Давайте с вами посмотрим на ньюкасловскую общагу и посмотрим, чем она отличается от привычных нам. Привет. Значит, вот у меня комната моя, койко-место мое, реально как бы койко-место, но на самом деле, что еще нужно? Вот постельное белье, понятное дело, что тут много времени студенты не проводят, но мне придется
Пока что, пока я на карантине. Столик такой, кстати, прикольный. Модненький, небольшой. Но плюс в том, что кровать небольшая, то, что места много, да, для того, чтобы прогуляться. Сразу же смотрите, стол какой. Стол. Очень так все стильненько. Очень тона такие яркие, светлые, модные. Шкаф не маленький, можно поставить чемодан. То есть реально получается, что комната сама по себе, но она гораздо больше среднестатистической комнаты в отеле каком-нибудь. Потому что вот вы видите, да, сразу же здесь чемоданы, там шкаф, все влазит. Есть своя как бы кухонька небольшая. Ага, и смотрите, что еще там есть. Тут есть, значит, Юникит. Это какой-то крокери-кит. Сейчас мы... Ага, тут вот что написано, да? Тут есть тарелки, фигелки. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Этого ничего... Ну, как бы, я ничего это не покупал. Это все было здесь. Я только приехал сюда. Только, собственно говоря, заселился. Помыть можно. Микроволновка вот такая. Даже вот ведро есть. Это реально окно решает. Вы видите? Смотрите. Ну это прям бомба. Вот так вот сел студент себе. Отсюда реально с таким окном никуда не захочется выходить. Давайте покажу вам, что снаружи. И смотрите, вот что я вижу. Вот это двор. Значит, я сейчас нахожусь в резиденции. Вот это тоже здание резиденции. И смотрите, как оно называется. Джозеф Коуэн Холлс. Это все здание университета. Это территория университета. Вот это тоже корпус университета. Я предполагаю, что и вот это все здания, это корпус университета. И он собор, оттуда я пришел. Смотрите, все очень аккуратно, очень чисто. Стены, видите? Стены, короче, из пластика. То есть, если будет что-то запотевать, все, и верх тоже из пластика, то вообще не страшно, абсолютно. Очень все прям, блин, по-модному. Смотрите. Аккуратная такая. Капсульная. Душевая. Будем смотреть весь университет. Мы будем, ну я надеюсь, что весь, я надеюсь, что мне покажут многое. Что хочу я отметить. Добираться супер удобно. То есть я прилетел в Ньюкасл, сразу из аэропорта вышел в поезд полчаса, и я в центре. И центральная вот эта вот остановка, она находится в 1 минуте вот от того, где я сейчас нахожусь. Еще одна штука — британские розетки. Розетки, плюс они всегда идут с такими предохранителями. Видите, тройные. Поэтому берите себе, ребята, переходники. Вилки выглядят вот так. Все это дело. Но потом покажу вам маленький секрет, как можно обойти эту ситуацию без переходников. Значит, смотрите, розетка. Как ее воткнуть? Берем шнур, втыкаем сюда. Это предохранитель, ребята. Здесь ничего нет вообще критичного. Сюда нажимаем, раз это дело втыкаем. Пожалуйста. Смотрим. Раз. Пожалуйста. Все работает. Ну, конечно, во всем этом деле есть, значит, то, что студенту надо делать первично. Вот, к примеру, в моем шкафу нет вешалок. Вешалки надо покупать. Второй момент — это, к примеру, полотенце. Полотенца здесь тоже нет. Ванные принадлежности. Конечно, с собой там на первые деньки надо взять какие-то бутыльки, зубную пасту. Первые 3 дня, пока, мол, студент еще не обосновался, приносят еду 3 раза в день. Это мой ужин. Сейчас посмотрим. Что-то китайское. Опа, даже кексик. Вот такое. Рис с мясом. Ну, кстати, неплохо. Что? Это что? О, это китайские пельмешки. Очень даже неплохо.